Итак, друзья, недолго биткоин держал давление последних новостей, во главе которых неизбежная война на Ближнем Востоке, как заявили представители Ирана, и цена снова протестировала месячный минимум ниже уровня 65 тысяч долларов, что сильно увеличивает риски выхода из этого диапазона с угрозой дальнейшего падения в область локального дна. И как раз таки эта неделя расставит все точки над «и» решит, упадем ли мы ниже или у биткоина появится шанс для формирования нового краткосрочного движения с попыткой закрепления выше уровня 70 тысяч долларов. Спросите почему? Да потому что на этой неделе нас ждет следующее. Во-первых, уже завтра гигант Nvidia отчитается по своей выручке за четвертый квартал 2025 года, а учитывая, как Уолл-стрит трясется насчет ИИ пузыря, там будут смотреть на каждый заработанный доллар, что по сути влияет не только на весь S&P 500, но и на крипторынок в том числе. Также в центре внимания заварушка с тарифами Трампа после решения Верховного суда. ЕС устраивает забастовку по новым тарифам, которые вступают в силу сегодняшнего дня, что опять-таки вызывает много проблем с поставками и мировой торговлей. Дополнительно на этой неделе мы получим пару инфляционных отчетов, данные по рынку труда, и попутно на протяжении всей недели будут выступать ключевые спикеры ФРС, которые возможно дадут нам малейшие зацепки по процентным ставкам перед встречей в марте. Плюс к этому ФРС уже готовит новый транш ликвидности на 14 миллиардов долларов, и по сути он сразу пойдет за прошлым на сумму 18 миллиардов долларов. И финал этой недели, конечно же, потенциальные переговоры Ирана и США в эту пятницу. Представители Ирана официально заявили, что удары со стороны США неизбежны. Ведь есть данные, что удар может быть нанесен уже в эти выходные. Да, это вполне возможно. Иранцы сейчас пытаются тянуть время, чтобы политически и дипломатически затруднить действия администрации Трампа. И в принципе это логично, ведь Трамп использует свою схему, надежную как швейцарские часы, где сначала показывает зубы, а потом садится за стол переговоров. Но опять-таки все зависит от Ирана, и пока они думают, цены на нефть ползут вверх, а дорогое черное золото это не самый приятный фактор для экономики, фондовых рынков и само собой криптовалюты. Поэтому, друзья, сегодня это все разберем, как я люблю говорить, по порядку. Посмотрим, чего ждать от Nvidia, смогут ли последние отчеты месяца повлиять на рынок, и если да, то как, и особое внимание уделим Ближнему Востоку, который сейчас словно пороховая бочка или бомба замедленного действия. Ведь если дело не дойдет до переговоров в эту пятницу, то последствия этого конфликта выйдут далеко за пределы рынка нефти. А ближе к концу ролика разберем биткоин, его ключевые уровни, посмотрим метрику, особенно ту, которая связана с накоплениями, ведь розница уходит с рынка рекордными темпами. В общем, сегодня все, что нужно знать каждому, кто следит за криптой или вообще хоть как-то связан с инвестициями. Перед просмотром рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка, а также подписки на канал. А все вопросы или ваше личное мнение оставляйте в комментариях, ведь за них можно получить 10 долларов, как этот зритель из прошлого ролика. Вам, друзья, желаю приятного просмотра. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Что ж, как вы уже поняли, сегодня будем говорить о важных событиях, которые нас ждут в ближайшие дни. И кстати, чтобы следить за ними в режиме реального времени, настоятельно рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, потому что именно там будут все фактические данные, мое личное мнение о их влиянии на рынок, те же актуальные тезисы с Ближнего Востока, и все оперативно, без лишнего спама, только полезная информация. А еще вчера я выложил опрос, начнется ли война в Иране на этой неделе. Так что переходите, отвечайте и посмотрим, кто по итогу окажется прав. А мы давайте начнем с тарифов. В последнем видео не все поняли, что такое вообще пошлины и какую роль они играют в экономике. Так вот, пошлины это по сути налог на товары, которые ввозятся в страну. Если компания привозит товары за границей, она платит дополнительный процент государству. В итоге либо падает маржа бизнеса, либо растут цены для потребителей, а чаще и то и другое. Трамп позиционирует это как защиту американского производства, что-то типа импортозамещения, делает импорт дороже и стимулирует покупать свое. Но проблема в том, что США максимально интегрированы в глобальную цепочку поставок, и удар по импорту автоматически бьет по себестоимости внутри страны. Но также есть и обратная сторона для торговых партнеров США, потому что компании, которые возят импорт в Америку, ставят условия перед поставщиками, чтобы они снижали цену за товары для компенсации тарифов. Мол, если кто-то хочет что-то продавать на земле авторитета Трампа, платите копеечку. И это не нравится ни одной стране, особенно Китаю, который отправляет в Америку 15% своего экспорта. А вот у ЕС терпение лопается, потому что до решения Верховного суда они уже как бы сошлись на тарифах в 15%, а тут Трамп вводит новые глобальные
глобальной пошлины, сначала 10%, потом повышают до 15%, и по итогу у Европы глаза по 5 копеек, потому что никто не понимает, это 15% сверху или для них вообще ничего не меняется. В общем, у них там происходит полный бардак. Но как это все влияет на экономику? Во-первых, это инфляционное давление. Если импорт дорожает на 10-15%, часть этого роста перекладывается на потребителя. Это усложняет работу ФРС и может затормозить снижение ставок. Во-вторых, это риск замедления ВВП. Торговые войны почти всегда сокращают объем мировой торговли, а также инвестиции. И, кстати, последний предварительный отчет по ВВП в 1,4% это наглядно подтвердил. Мы входим в это со снижением доходности, а со стороны ВВП большое разочарование. Мы ожидали показатель около 2,8, а он оказался 1,4. Это самый низкий ВВП с первого квартала 2025 года, когда он был отрицательным. И тут, друзья, интересно, деньги от этой торговой схемы Трампа вроде бы идут, причем неплохие, почти 300 миллиардов долларов, с так называемого дня освобождения в апреле. Но с другой стороны, последствия также есть. Сам Трамп прямо заявил, если какие-то страны пытаются воспользоваться решением суда и сыграть против США, он введет новые тарифы, еще больше прежних, и плюс пообещал более жесткие меры, но пока без конкретики. А еще в конце он написал: покупатель, будь осторожен, что бы это ни значило. И получается, на фоне хрупкой экономики, замедления прибыльности компаний, снижения потребительских расходов и рекордной задолженности американцев по кредитам, новая волна тарифов может ударить очень быстро, особенно по бизнесу, рынку и потреблению одновременно. И как мы видим, фондовый рынок уже на это реагирует. Ну и конечно же этот негатив, словно зараза, передается на крипту. И здесь есть небольшое сходство с прошлым годом, когда были также вопросы с тарифами, Трамп угрожал ввести новые тарифы, потом рассказывал, что будет их повышать и так далее. Это в моменте создало локальную неопределенность и давило на рынки. Но по итогу были переговоры. Трамп договаривался с Китаем, Европой, Японией и с другими странами. И по итогу они пришли к общему знаменателю. Понятно, что эти тарифы не являются какой-то большой экономической угрозой, потому что экономика умеет адаптироваться. И многие производства просто перешли в другие страны, чтобы меньше получать давление от тарифов. Поэтому если говорить о влияниях на рынок, то в локальной перспективе, конечно же, да, оно будет. Но в более широких временных рамках нас, конечно же, ждут переговоры. Поэтому за Трампом и его торговой войной я слежу в оба. Далее, друзья, у нас вопрос предстоящего отчета по выручке Nvidia 25 февраля. Рынок ждет выручку в диапазоне примерно 65-67 миллиардов долларов, что означает рост около 60-70%. Прибыль на акцию аналитики прогнозируют в районе 1,5-1,6 доллара. Это тоже плюс более 70% к прошлому году. То есть речь снова идет о двузначных темпах роста, которые для компании с такой капитализацией выглядят почти аномально. Но почему отчет настолько важен для Уолл-стрит? Потому что Nvidia сегодня это барометр всего рынка ИИ. Львиная доля выручки приходится на дата-центры, а также ИИ-чипы. А значит, любые сигналы о замедлении заказов со стороны больших тех-гигантов могут ударить не только по акциям самой компании, но и по всему технологическому сектору. По факту один отчет способен задать тон рынку на неделю вперед. При этом оценки уже крайне высокие. Мультипликаторы остаются выше среднего по рынку, а инвесторы закладывают продолжение взрывного роста капитальных затрат на ИИ-сектор в 2026 году. Учитывая инвестиции в Nvidia, заложенные на годы вперед, я ожидаю, что отчет будет прибыльным и, вероятно, оправдает ожидания, если даже не превысит. Вопрос только в том, какой именно сектор принесет доходы компании, потому что за последний год все фирмы, которые связаны с ИИ, привыкли указывать внешние инвестиции как выручку, и по факту вращают эти деньги по кругу, и об этом я однажды рассказывал. Одна компания покупает продукт другой, и формируется цепочка замкнутого цикла, где одни и те же деньги записываются как чистая выручка, хотя по сути это инвестиции. В любом случае интересно будет посмотреть, сколько заработает мировой гигант чипов, а также ИИ, чтобы хоть как-то поднять настроение в техносекторе. Попутно на этой неделе мы получим последние экономические данные. Во-первых, заявки на пособие по безработице, и чтобы оказать положительный эффект на рынок, они должны превысить прогноз 216 тысяч. Ведь только так это может показать уважаемому Джерому Пауэллу, что на рынке труда есть проблемы, и экономику пора бы уже стимулировать. И второй отчет – это инфляция производителей. Не самый главный индекс, но его падение опять-таки подчеркнет, что инфляция частично замедляется, что заставит ФРС задуматься, а стоит ли держать ставки высокими в марте. Плюс к этому в ближайшие 2 дня, а именно сегодня и завтра, ФРС вольет 14 миллиардов долларов в банковскую систему. И до этого было 18 миллиардов. Как я говорил ранее, суммы небольшие, но в такие времена каждый доллар ликвидности идет на вес золота. Вопрос, останется ли в это время крипта в стороне, конечно же нет. И мы уже видели, как экономические данные, отчеты по выручке компаний, а также инфляционные индексы влияли на биткоин. Поэтому волатильность нам обеспечена. И друзья, я как человек, который не первый год в крипте, знаю, что именно в такие периоды на рынке можно очень хорошо зарабатывать на движении. Главное знать как. И в этом вам поможет наша подписка
рынка Coin22 Pro. Пролив рынка в начале недели позволил нам заработать на шортах. Перед падением мы открыли шорт по Monero и зафиксировали его в плюс. А также на прошлой неделе было множество других позиций, на которых зарабатывали все участники Pro. Наша подписка — это большой крипто-комьюнити, где каждый сможет улучшить свои результаты в инвестировании и трейдинге, причем даже с нуля, потому что у нас есть обучение, сопровождение и поддержка 24/7. Мы ежедневно работаем уже более 3 лет и пережили такие кризисы, как крах Terra Luna, банкротство FTX, и даже на текущей коррекции продолжаем делать результат. И это главный показатель. Поэтому если у вас возникают трудности в торговле, вы не знаете, как лучше входить в рынок, что покупать в портфель, что продавать, не стоит тратить свое время и совершать глупые ошибки. Ведь мы наглядно покажем, как в текущих условиях можно зарабатывать на крипторынке. Друзья, все ссылки есть в описании, так что переходите, пишите, задавайте вопросы, а я возвращаюсь к нашему ролику. На вторую половину я решил оставить потенциальную войну на Ближнем Востоке, которая собирает вокруг себя все больше обсуждений и различных мнений. Несмотря на то, что все больше войск США стягивается на Ближний Восток, есть информация о готовности переговоров в Женеве уже в эту пятницу. Как мы знаем, на этой неделе представители США и Ирана вновь встретятся для переговоров по ядерной программе. Оман подтверждает, что переговоры США и Ирана пройдут в Женеве в четверг. Министр иностранных дел Омана подтвердил эти переговоры. По информации американских СМИ, Вашингтон готов провести еще один раунд переговоров в Женеве 27 февраля, но есть важные условия. В ближайшее время Иран должен предоставить детальное предложение со своим видением сделки. В Белом доме этот раунд называют, возможно, последним шансом на дипломатическое решение данного вопроса перед переходом к более жесткому сценарию. А жесткий сценарий — это уже не просто санкции, а потенциальная масштабная военная операция США и Израиля. То есть ставки тут не символические, а реальные. Теперь к цифрам, чтобы было понятно, о чем вообще спор. По данным международных агентств, Иран накопил более 100 килограммов урана, обогащенного до 60%. Для вашего понимания, для мировой атомной энергетики обычно достаточно 3-5% обогащения. 60% это уже очень близко к уровню, который считается оружейным. До 90% буквально шаг. И вот именно этот шаг больше всего и тревожит Запад. Иран, в свою очередь, готов обсуждать уступки. По информации Reuters, Тегеран рассматривает варианты, при котором половина наиболее обогащенного урана будет отправлена за границу, а оставшаяся часть будет разбавлена. То есть Иран заявляет, что мы часть уберем, часть сделаем менее концентрированной и давайте жить дружно. В обмен снятия санкций и официальное признание права на обогащение урана. А теперь немного экономики, потому что без нее тут никуда. Санкции за последние годы сократили нефтяной экспорт Ирана примерно на десятки процентов по сравнению с теми уровнями, которые были до кризиса. До санкционного давления страна экспортировала более 2,5 миллионов баррелей в сутки. После ужесточения ограничений цифры упали почти вдвое. И вот для Ирана снятие санкций — это не просто победа, это потенциальный приток миллиардов долларов в бюджет. США же смотрят на ситуацию через призму безопасности и региональной стабильности. В Вашингтоне считают, что если не договорятся сейчас, дальше цена вопроса будет выше и в военном, и в политическом плане. А если дипломатия сорвется, то рынок нефти может отреагировать мгновенно. Любые обострения в регионе Персидского залива – это риски скачка нефти на 5-10%. А нефть – это бензин, инфляция, ставки и фондовые рынки. Все взаимосвязано. И поэтому мы имеем интересную картину. С одной стороны дедлайн, а с другой потенциальная сделка, которая может изменить ситуацию в регионе. Иран предлагает частично сократить запасы высокообогащенного урана и даже участвовать в создании регионального консорциума по обогащению. Это звучит как попытка перевести тему из угрозы в потенциальный контроль и совместное управление. Но главный вопрос остается открытым. Поверит ли в это в Вашингтоне? Потому что доверие – это самый важный элемент в переговорах. Именно поэтому рынки, политики и военные сейчас за этим следят. Но как я говорил в прошлом видео, я по-прежнему считаю, что Трамп даст приказ нанести удар, и возможно это будет уже на этих выходных, если переговоры будут неуспешными, если они вообще будут. А почему на выходных? Да потому что в это время рынки не работают, и Трамп понимает, что каждая бомба, сброшенная на территорию Ирана, это удар по нефти, фондовому рынку и крипте. Вряд ли Трамп заключит сделку в пятницу, и для более выигрышного положения, а также создания давления на Иран, чтобы он быстрее согласился на условия, я думаю, оружие точно пойдет в ход. Поэтому если хоть одна ракета полетит в сторону Тегерана, вы об этом узнаете первыми у меня в телеграм-канале, так что подписывайтесь. Ну и напоследок, друзья, биткоин, на который, как говорится, без слез не взглянешь. Но давайте более подробно. Уже 6 месяцев подряд мы видим низкую сетевую активность. Полгода без роста, без эйфории и без новых инвесторов, которые только пришли в рынок. Для крипторынка это ощущается как длинная пауза. Люди начинают нервничать, появляется разговор о том, что цикл изменился, модель больше не работает, а его рост был просто случайным. Но если посмотреть на цифры, то картина становится немного интересней, и я бы даже сказал спокойней. Спотовая цена биткоина сейчас это около
диапазона 64-65 тысяч. При этом степенной долгосрочный тренд показывает 124 тысячи. Разница составляет 59 тысяч долларов. Это минус 47% от тренда. Почти половина. Да, такое падение звучит страшно. Но если брать историю, то такие отклонения ранее выступали локальными областями накопления. Когда биткоин находится на 45-50% ниже своего долгосрочного тренда, средний рост в течение следующего года составляет порядка 135%. Конечно же, это не магия и не обещание иксов уже завтра. Это сухая статистика прошлых циклов. Сейчас показатель по этой метрике минус 0,93. И проще говоря, 83% времени своей истории биткоин торговался относительно тренда выше, чем сейчас. Это так называемая зона дисконта, а не зона перегрева. Теперь посмотрим на производные инструменты, потому что именно там часто кроется краткосрочное движение. И здесь я говорю про опционы. Поддержка под опционом находится в районе 60 тысяч, то есть ниже этой отметки трейдеры активно страхуют падение. Максимальная гамма, так называемый магнит, находится на уровне около 70 тысяч. Это уровень, к которому цена притягивается из-за хеджирования маркетмейкеров. Сопротивление кол опционов находится в районе 75 тысяч. И если посмотреть сюда, то мы увидим отрицательную гамму. И она означает, что маркетмейкеры не сглаживают движения, а наоборот их усиливают. Это создает потенциал для более резких колебаний, если рынок получает импульс. И недавнее движение это хорошо иллюстрирует. Цена опускалась к уровню 64 тысячи, и это сопровождалось ликвидациями. За этот период было ликвидировано более 146 тысяч трейдеров на общую сумму 508 миллионов долларов. Более полумиллиарда долларов испарились за максимально короткий промежуток времени. После этого биткоин отскочил обратно к уровню 66,5 тысяч. И конечно же это было больше похоже на классическое снятие ликвидности со стороны маркетмейкеров. Лонги были выбиты, разгрузили перегретые позиции и дали рынку возможность стабилизироваться. Но самое интересное это то, что происходит в диапазоне 89 тысяч, потому что при достижении к этой цене будут ликвидированы шорты на сумму 13 миллиардов долларов. Это очень большая сумма. Плюс к этому 27 февраля ожидаются большие экспирации по опционам, и поэтому давление сверху уйдет, что откроет потенциал для более свободного движения цены. Но если глобально посмотреть на рынок, особенно используя эту метрику, то мы видим, что розница уходит рекордными темпами. Да, мелкие инвесторы просто не выдерживают этого падения. Многие продают в минус, выводят свои деньги и просто уходят. И такое было всегда на каждой коррекции. Но самое интересное, что именно такие фазы, когда розница уходила максимально быстро, выступали точками, где мы видели первые сигналы о развороте рынка. Конечно, здесь я не буду говорить, что разворот нас ждет уже завтра, потому что условия на рынке меняются. И, допустим, раньше не было давления со стороны геополитики, продаж ETF фондов и тех проблем, которые мы имеем сейчас. Эту неделю биткоин начал очень негативно. Цена пробила ключевую поддержку, продолжает падать и ликвидирует лонги. И в принципе об этом я говорил в роликах, которые выходили в начале месяца. Сейчас нет притока в ETF, покупки розницы очень слабые, почти нулевые, объемы низкие, активность также очень слабая, потому что на рынке страх и неопределенность. И все это очень сильно давит на цену биткоина. И мои ожидания на эту неделю по биткоину заключаются в продолжении большой консолидации. Да, биткоину крайне важно провести большую консолидацию вот в этом диапазоне, в котором он сможет получить приток покупателей. Угрозы повторных просадок к этому уровню также есть, поэтому стоит рассмотреть варианты торговли в шорт. Ну и конечно же в данном случае все будет зависеть от ближайших новостей, потому что как только появится первая информация, что США договорились с Ираном, прошли переговоры по торговым тарифам, а также есть хотя бы малейшие шансы на снижение ставки ФРС в марте, только это сможет изменить ситуацию на рынке. А пока этого нет, остаемся в консолидации и в ближайшее время будем работать вот в этом диапазоне. Если что, новые апдейты по теханализу, мое личное мнение по рынку и конечно же предстоящие отчеты, все это будет у меня в телеграм-канале, поэтому если еще не подписаны, подписывайтесь, поддерживайте видео лайком, пишите комментарии. Вам, друзья, спасибо за поддержку и увидимся в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч.